Привет! Приветствую всех поклонников приставки Денди и добро пожаловать на мою кухню. Так сказать, место самых приятных олдскульных воспоминаний, где все не прочь поиграть в Денди и повспоминать все, что с ней связано. Сегодня я, как и прежде, буду рассказывать вам об одной из моих самых любимых игр на Денди и делиться своими воспоминаниями о первом ее прохождении. В прошлом выпуске Dendy Memories я рассказывал вам об игре «Черный плащ», которая была записана на этой самой семиигровке. Сегодня я продолжу свой рассказ об этой семиигровке и затрону игру, которая идет здесь под номером 3. В эту игру я тоже впервые поиграл именно здесь, и впервые ее прошел тоже именно на этом картридже. Это, как вы догадываетесь, самый доблестный блюститель порядка, робот полицейский 3, и он же Робокоп. Робокоп 3 на Денди примечателен не только тем, насколько эта игра на самом деле хороша, и не только тем, что она является частью этой великой семиигровки, в которую играли многие из нас, но и большинству геймеров, наверное, еще с 90-х годов, самых ранних лет, она запомнилась не только чисто графическим и игровым оформлением самой игры, но и ассоциируется у многих, что, наверное, не свойственно большинству других игр на Денди, ассоциируется еще и вот с этим предметом. Как видите, это обычная стандартная аудиокассета типа Intersonic AD60, коих было огромное множество в 90-е, да еще и 80-е. Вот. Но примечательна она вот этой вот надписью, посмотрите. Robocop Ace of Base. Вы спросите, что это нафиг за абракадабра? Ну, на самом деле, вот таким вот образом я в 95-м году интерпретировал название группы Ace of Base, музыка которой была записана на стороне вот этой вот кассеты. А надпись Робокоп здесь к тому, что когда мы в том же самом 95-м году с моим братом Виталиком запустили впервые игру Робокоп 3 на вот этой вот самой семиигровке и услышали впервые эту великолепнейшую начальную мелодию игры, которая играет в заставке, мы были просто поражены, и мы многие разы после этого включали эту игру даже не для того, чтобы поиграть в нее, а для того, чтобы вновь и вновь послушать эту мелодию. Когда у нас появилась возможность записать ее на аудиомагнитофон, нам родители как раз примерно в тот самый период купили двухкассетник iStar, а-ля лютый такой китайский двухкассетник, ну вам это все знакомо. И мы не удержались и, наверное, не знаю, ну сразу же поставили его на табуретку перед нашим телеком Фотон, вы его все видели, да? Вот, и выгнали родителей из комнаты, сказали, все, тишина, гробовая тишина. Поставили вот эту самую кассету, нажали на рек и сидели 5 минут неподвижно, слушая эту мелодию и записывая ее на эту кассету. И вот спустя годы, прошло уже сколько, 17 лет, на вот этой вот кассете до сих пор сохранилась вот эта вот самая мелодия Робокоп. И поэтому спустя столько времени, даже сейчас, мы можем ее с вами послушать, как это было. Как видите, даже спустя столько лет запись никоим образом не потеряла своей актуальности. Даже несмотря на просто отвратительное качество. Хотя в те времена нас это нисколечко не волновало. Так вот, когда я впервые познакомился с игрой Робокоп 3, в те времена я даже не видел фильмов про Робокопа. Едва ли я видел первый, возможно, у меня нет таких четких воспоминаний, будто я видел. Второй я не видел точно. И третий, скорее всего, я не видел тоже, потому что девчонка на заставке на плече у Робокопа мне была нисколечко не знакома. Вот. В те времена Робокопа я знал исключительно по сериалу, который тогда шел по 35-му каналу у нас. Вроде как он даже шел по 2x2. Ну, у нас его ретранслировали. И по наклейкам в жвачках Robocop The Series, которые продавались в середине 90-х,
И наклеек даже у меня было несколько штук. Вот. И больше Робокопов, о Робокопе, в принципе, я ничего не знал. Не о сюжете этой игры, кто он такой, Алекс Мёрфи, все такое. Вот. Впервые фильм Робокоп 3 я увидел только в самом-самом конце 95-го года, под Новый год. Как раз его показали, я не помню по какому каналу, и может быть только его одного и показали. В те времена это было легко возможно. Вот. И мы с Ветером, когда играли в эту игру, мы о Робокопе тоже, вот как я уже сказал, практически ничего не знали. И воспринимали его, в принципе, как блюстителя порядка, которому пофиг на все, в смысле пофиг на то, что его бьют, что в него стреляют, он бронированный, он всех раскидывает, в общем, он супермен. И что, в принципе, еще надо, да? Вот. И когда мы поиграли впервые в эту игру, она нам показалась, ну, как и любая игра, охренеть какой сложной, но где-то за пару дней, наверное, нам удалось пройти первый уровень даже. Вот, у нас оставалось там, не знаю, ударов 15-20, может быть. Но играл, конечно, в основном Веталь, и после него уже играл я, как я уже говорил в прошлом выпуске. Вот. И сложность этой игры сразу дала нам знать о себе. Как обычно мы делали. Мы врубали игру и шли вперед на пролом, раскидывая всех направо и налево. И нам было абсолютно пофиг, что у нас стреляют. Мы даже не замечали, что у нас попадают. Дело в том, что мы играли на черно-белом телевизоре. Ну, в смысле, на фотоне, который был цветной, у нас показывал черно-белом. Вот. И когда в Робокопа попадают, у него меняется цвет. То есть он как бы сам по себе синий. У него синий оттенок костюма, ну, брони. Вот. А когда в него попадает, он на момент мигает оранжевым, таким коричневатым цветом. Вот. На черно-белом цвете, естественно, этого мы не видели, и мы даже не знали, что у нас, в принципе, попадает. Единственное, что нам говорило о том, сколько у него жизни, это индикатор энергии, который располагается в левом верхнем углу над показателем очков. Вот. И из сотни к концу уровня у нас оставалось, иногда, да даже в большинстве случаев у нас вообще не оставалось. Оставалось, бывало, даже 10-12. Мы собирали вот эти все баночки с буквой П. Типа мы называли их проценты, потому что за них повышался процент энергии Робокопа, и за них же можно было его потом в конце ремонтировать. Вот когда мы добирались до конца уровня и начинали его ремонтировать, я обожал этот экран. Я рассматривал его все, каждую там железочку его повреждений. Меня прям это охватывало. Мне интересно было узнать, из чего он сделан-то, Робокоп. Что у него там под грудной броней, под ручной и так далее. Вот, под маской, лицо его хотел посмотреть. Ну, тоже не видел я его, да. Вот, и я рассматривал каждую его вот эту вот железочку, каждую его там изгиб. Чтобы, бля, нифига себе круто. Я обожал его ремонтировать. Даже что-то бах, у него покрывается все такой гладкой, такой поверхностью, все супер вообще. Вот. Сложности этой игры, вернее тактики этой игры, меня обучил в первую очередь Веталь. Вот. Мы где-то спустя несколько дней поняли, что на пролом, наверное, лучше все-таки не ходить. И начали ходить размеренно. Дело в том, что когда вы идете размеренно, это хоть и тормозить, но не как же останавливаться, да, как же драйв получить. Вот. А когда вы идете размеренно, вы ждете, как высунется каждый солдат. Мы их назвали солдаты, но на самом деле, как выяснилось по фильму, это группировка бандитов под названием Splatter Punks. Ну, мы их назвали солдаты, у нас все вокруг, как в любой игре, были вражеские солдаты. Вот. И когда вы ждете, пока каждый из них высунется, это иногда начинало бесить. Особенно вот эти вот чертовые, блин, в бочках сидят с гранатами, эти солдаты, панки, которые сидят. Вот с этой игры и повелось, что обязательно, если на экране мусорный бак, обязательно в нем сидит злодей. Вот. И мы стояли, ждали, пока он высунется, чтобы его бомбануть. Это продолжалось и на втором уровне, и на третьем уровне. Хотя до третьего мы тоже доходили, не всегда, я об этом сейчас еще расскажу. Вот, и нас это бесило. А когда вы проходите мимо, они начинают палить вам в спину и отнимают вам кучу ударов, вы умираете, и на этом игра заканчивается. И вот тактику прохождения, то, что, скорее всего, не надо идти на пролом, мне тоже показал Веталь. Хотя, в принципе, мы с ним вместе как-то ее осваивали. И тоже я ему тоже давал какие-то советы, как двигаться. Но вот секретные комнаты, например, на первом уровне, эту комнату именно мне показал он. Я не знаю, откуда он ее узнал, может быть, ему кто-то сказал из друзей. Вот, но я не помню первый раз, как он мне показал.
Я помню только, что вот он зашел, и мы думали, ух ты, смотри, тут можно срезать. Такой, понятненько. Там тоже можно было набрать этих самых процентов, можно было набрать вот эти вот штуки, я не знаю, что это лепешки, на которых написано W, ну weapon повышает. Ветер их называл медузы. Я не знаю с чего, вот, но мы все называли медузы. Ты берешь медузу, у тебя сразу пушка повышается на одно деление вверх по шкале. То есть, ты бегаешь с обычным пистолетом, потом бегаешь с пистолетом, который стреляет очередью из 4 патронов, а потом уже, если вдруг тебе повезет, когда-нибудь, может быть, вдруг ты возьмешь ту самую пушку, которая стреляет в 3 стороны одновременно. Вот, на кнопках можно менять эту пушку на ракетницы. Вот, последнее отделение этого оружия написано там бэнг. Мы понятия не имели, что это за бэнг. Нам никогда не удавалось добиться того, чтобы этот бэнг у нас когда-нибудь загорелся, чтобы его выбрать. Вот, это мне уже удалось много позже, уже когда мы с Ветером уже не играли. Вот. Секретную комнату на первом уровне мне показал Ветер, а вот то, что такие же секретные комнаты есть и на втором, и даже на 4-м уровне, это я уже узнал, не знаю, лет спустя так 10, когда у меня уже появился интернет, и друзья по MLM мне рассказали, что, прикинь, там на самом деле есть секретная комната еще. Я такой, ни хрена себе, я всю жизнь играл, думал, только одна комната. Но третья комната, вернее, комната секретная на 4-м уровне, на самом деле практически бесполезная, потому что там не потайная зона, а просто вы заходите и можете себя отремонтировать. Но поскольку у меня обычно, когда я играл, проходя игру, не оставалось на 4-й уровне никаких процентов, мне ремонтировать себя было попросту нечем. Вот, и поэтому вот зайти в первую всегда обязательно при каждом прохождении я должен был. Вот, на втором уровне тактику на боссах вот этих вот ниндзя тоже мне показал Ветер. Но вернее как, здесь тактики особой нет, понятно было, что надо было просто бегать туда-сюда обратно, чтобы он не приближался к тебе и тем самым не носил тебя своим мечом. Но я со временем начал действовать по-другому. Я стоял на ней, выманивал на себя, стрелял. Я научился даже потом со временем стрелять вниз, Б нажимать. Даже тоже это было открытие, что Робокоп может стрелять вниз. То есть вы нажимаете сначала нажимаете Б, а потом нажимаете направление вниз, и тогда начинает стрелять. Чуть-чуть что-нибудь нажмете не вовремя, он уже так не сделает. Вот, Ветер с этим не смог совладать, может быть, не особо хотел, а я этим пользовался достаточно часто. С Ветером, на самом деле, нам удалось в те времена дойти не так уж и далеко. Мы прошли первый уровень, мы прошли второй уровень. Ниндзя мочил Ветер весьма неплохо. Вот прикол в том, что на боссе второго уровня, где ниндзя, там в самом углу тоже стоит процент. Но мы этого не видели. А не видели мы этого по причине того, что мы играли на телеке Фотон, а у него развертка была, как вы понимаете, шире, чем сам экран. Вот, за это ведь никто не заморачивался. И вы легко, играя на черно-белом телеке, могли зайти за экран. Запросто. И вот то, что там процент валялся, а мы все время, мы никогда туда не шли, мы все время валили ниндзю. И когда, я не помню, откуда я это узнал, я был просто в шоке. Может быть, я поиграл наконец-то на нормальном телеке и увидел этот процент, это было просто удивительно. Вот, но его мы в те времена тоже практически никогда не брали, но мы его не видели. Вот, доходили до 3-го уровня. Третий уровень, дойти до 3-го уровня было просто фантастика, вы знаете. Вообще 3-й уровень из себя представлялся гораздо более интересным. Здесь Робокоп может летать, у него есть этот реактивный ранец на спине, который поднимает его в воздух. Он уже не мог прыгать, он мог летать. Но 3-й уровень был таким, мать его, сложным. Ну это просто кошмар. Вы доходили до него, мы доходили до него, у нас оставалось, не знаю, иногда там, ну 30, ну 40% максимум. И потом вас начинают гасить со всех сторон. Вас начинают гасить эти торпеды или ракеты, которыми стреляет танк, стоящий в конце уровня. И вы не могли от них вернуться. Я только потом понял, что они на самом деле летят сначала сверху, потом вниз, 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 и вот так вот все время зациклено. Но мы тогда думали, что они вообще в разнобой летят, и как они повернутся, хрен его знает. И они выносили нас, мы не могли дойти до середины уровня вообще. Вот. И бесконечно вот эти пошли попытки прохождений. Так длились, я не знаю, сколько так длилось. Ну, полгода так длилось. Конечно, да, не так вы думаете, что типа вот, в отличие от черепашек ниндзя, понадобилось уже не 6 лет там, да, чтобы дойти дальше. Нет, на самом деле дойти в те времена удалось именно вот до 3-го уровня нам с Ветером.
Вот, дойти до танка, по-моему, уже удавалось мне. Ну, вернее, я же потом со временем начал играть чаще, чем Ветер. Он все больше пропадал на своих гульках. Вот, а я сидел и втыкал в приставку. Вот. И доходить до танка, я не помню, может быть, раз или два мне удавалось, но в танке меня выносили моментально. Вот, как бы, точка отсчета, до которой я мог добраться, вот, которая являлась для меня финальной, это этот самый танк. Убить его не представлялось вообще абсолютно невозможным. Вот, его можно убить, по крайней мере, я потом начал пользоваться этим самым бэнгом, когда наконец-то я начал играть более-менее неплохо, чтобы набирать необходимый апгрейд оружия и не тратить его, ведь когда вы тратите оружие, бэнг, естественно, вам не достанется. Вот. И когда я доходил уже до танка, но это уже было много позже. А вот мы с Ветелем доходили до 3-го уровня, и все, здесь наша игра оканчивалась. Мы были в отчаянии, вы знаете, мы никак не могли пройти это место. Нам казалось это вообще, ну, охренеть каким сложным, а как было же увидеть, что дальше, ведь это был единственный картридж, что было делать? Ветер позвал Денчика, да, ребята. Вообще, Денчик, на самом деле, его полное имя Даниил, а не Денис, как многие теперь думают. Вот, он позвал Даниила, мы его называли Денчик. Вот, он игру, по-моему, на тот момент не мог пройти, но мог дойти дальше, чем мы. Вообще, может быть, он и говорил, что он проходил, но когда он пришел к нам, и мы усадили его играть в Робокопа, он без особых трудностей дошел до 3-го уровня. Он тоже не знал о секретных комнатах ни во 2-м, ни в 4-м. Вот. Он дошел до 4-го уровня, там, где надо уже идти обратно. Вот. Весь уровень, по-моему, 4-й уровень гораздо проще, чем 3-й, потому что минимум танк не стреляет, и можно всех последовательно завалить. Вот. Но все равно бесили вот эти вот в люках, которые злодеи сидят, как в ящиках с мусором, они бесили, да. Вот. Но Денчик без особых проблем, ну, да, наверное, ну, я плохо помню, к сожалению. Ну, по-моему, да, вот он все-таки прошел 4-й уровень. Он говорил, в начале игры мы его спрашивали, что там в конце, до куда ты доходил. Он говорил, я доходил до цыпленка. Кто такой цыпленок, в игре Робокоп мы понятия не имели. Вот, и когда мы увидели, вот когда он дошел до самого конца 4-го уровня, он дошел до этого самого робота Ed-209. Вот, его он называл цыпленком. Ну, мы не знали, вернее, может быть, какие-то смутные представления были, что он из себя представляет. Может быть, фильм Ветер видел почаще, чем я. Вот, но я этого, к сожалению, цыпленка не узнал, поэтому я его точно так же назвал цыпленок. Но Денчик цыпленка пройти не смог, понимаете? Вот, он селился на нем, и у него были континью, он мог начать с начала уровня. По-моему, он начинал все равно с начала уровня, и опять доходил цыпленка, но он его завалить не мог, потому что у него осталось там уже ударов, можно сказать, пососать, там, не знаю, там 20, 15, 30, но не больше 30 точно. И цыпленок его Ed-209 всякий раз его загашивал. Вот, пройти этого самого цыпленка уже удалось мне много позже, наверное, не знаю, уже, наверное, в 2002, наверное, году. Дело в том, что когда Денчик не прошел эту игру, мы с Ветером поняли, что, блин, ну так играть мы так еще не умеем, наверное, как он. Вот. Даже используя тактику уклонения от всех ударов, все равно не получалось сохранить достаточно энергии. Тем более, что в конце 3-го, в конце 4-го уровня процентов вообще практически не дают, отремонтироваться просто нечем. Вот. И оставшись в таком отчаянном положении, мы начинали брать уже у друзей другие картриджи, и к этой игре особо не возвращались. Вот, пройти игру впервые нам удалось где-то, да, в 2001 году, когда мы с моим другом поехали ко мне в деревню, он поехал в качестве гостя ко мне в деревню, мы взяли с собой приставку, взяли эту семиигровку. И там вдруг начали проходить Робокопа. Может быть, мы в него, в принципе, да, играли до этого, но тоже как-то несерьезно. А там прямо засели, вы понимаете? Вот, мы засели в Робокопа и прошли 1-й уровень, 2-й уровень, 3-й уровень, 4-й. Когда мы дошли до 4-го, я такой уже думал, нифига себе. Илюха все-таки действительно, да, он может. Вот, и мы с ним играли, в основном мы играли, я не помню как, то ли по очереди, то ли нет. В те времена играли вообще по-всякому. Хочешь ты играть? Нет, дай в этот момент я пройду. Нет, давай ты, нет. Вот тогда по-любому я пройду, дай сюда джойстик. Вот так мы играли. И вот мы дошли до этого Ed-209, и каким-то чудом, не знаю как, но мы его завалили. Представляете? Мы завалили этого Ed-209, того самого цыпля, вот, и дошли до самого последнего уровня, это этаж зданий OCP.
где надо обезвредить бомбу и уничтожить тем самым 2 ниндзей. Вот, когда мы до него добрались, мы не знали, понятия не имели, что тут делать, мы стреляем в ниндзя, а им удары-то не отнимаются, а они-то вас гасят, и это продолжается раз, два, и вы не представляете, когда они нас завалили с первого же раза, мы поняли, что это не вариант, что-то не то. Прошли до конца, мы не знали, что можно управлять этим монитором, нажатием вверх, если вы нажимаете с робокопа. И начинаются всякие вот эти вот штуки, типа обезвреживание бомбы, там подбор пароля и так далее. Мы об этом еще не догадались. Нас пару раз до этого завалили ниндзя. И мы поняли, что нет, от ниндзя надо текать. По-любому, их не надо валить. И вдруг, я не помню как, но или случайно, он подошел к этому монитору, нажал вверх. Может быть, когда стрелял в ниндзя вверх, а может быть, он знал уже, по-моему, он не знал. Вот, и мы увидели, о, смотри, он что-то делает, но ничего не происходит. Он стоит просто как вкопан, ничего не происходит. А потом вдруг в какой-то момент бах, и на первом мониторе загорелась цифра. Ага, все понятно, значит, надо на каждом мониторе дождаться момента, когда появится цифра, и что-то произойдет. И нам удалось, вы знаете. И он бегал от ниндзей, и он нажимал эту кнопку, цифры появлялись последовательно на монитора, загорелась последняя, они вдруг замигали все, и ниндзя вдруг подошли друг к другу и завалили друг друга, снесли друг другу башку, как это было в принципе в фильме. И мы увидели ту самую долгожданную, такую желанную заставочную картинку, когда Робокоп держал в руках малышку по имени Нико, и девчонку по имени Кейко, по-моему, или Мари. Не, подожди, Кейко это что, девчонка? Это, по-моему, фамилия. Мари звали вот эту вот лабораторную, так сказать, мышь, которая ремонтировала Робокопа во всем 3-м фильме. Вот, и они спаслись от взрыва в здании UCP и улетели. Вот, и нам высветилось это поле для ввода супер high score, типа вы крутые, вы набрали дофига этого самого очков. Вот. Я всю жизнь, например, думал, что та самая вторая позиция, это столько очков набрал Джордж Харрисон. Джордж Харрисон из группы Beatles. Я всю жизнь так думал. Я не знал, что самое последнее, это самое, с дурака, где написано Джей Тель, что это композитор игры, написавший эту великолепную мелодию Джер и Тель. Я не знал, что это имена разработчиков. Я думал, что это Джордж Харрисон. Вот, и прошли мы эту игру впервые тогда, в 2001 году, наверное, ну не в втором точно, в 2001. Вот, и были просто несказанно рады этому. Нам понадобилось, видите, буквально вот 6 лет. Прохождение на самом деле игры, вот действительно, это та самая игра, в которой нельзя спешить, нельзя бежать вперед и валить всех без разбора. Нужно по-любому обязательно ждать, пока высунется каждый солдат, от каждого поворачиваться, набить себе энергии. Когда я набил себе больше 250 ударов, например, в этой игре, я был в шоке от того, что я увидел нули дальше. Вот. Но как оказалось, там просто идет счетчик, уже зашкаливает, уже там нет дальше цифрок. И когда, будучи с нулями, вы получаете удар, вам снова вырисовывается 250 ударов. Вот. Такого результата, чтобы добиться такого результата, понадобилась вся жизнь, понимаете? В те времена мечтать даже о том, чтобы дойти до 3-го уровня, имея в себе в запасе целую 100%, это было немыслимо. Вот. Пройти 4-й, имея там в запасе 60%, это тоже было охренеть как. Ведь ремонтироваться нельзя было, об этом я уже сказал. Вот, и таким образом игра Робокоп 3 покорилась нам спустя 6 лет. Я был очень счастлив, к тому времени я уже увидел и первую часть Робокопа на приставке, и вторую часть Робокопа. И они мне тоже понравились, наверное, не меньше, чем 3-я, но о них я расскажу вам как-нибудь в другой раз. В общем, вот таковы были мои воспоминания об игре Робокоп 3 на этой замечательной просто 7-игровочке. Когда-нибудь я вам еще расскажу обязательно про то, как мы впервые проходили игру Snake Rattle Roll. А может еще и расскажу, как проходили чудеса на виражах. Но это все будет в будущих выпусках. А пока всем удачи, оставайтесь на нашем канале, любите и играйте в Денди, и все будет зашибись. Счастливо!